Все, я его сделал. Сейчас надо будет пленку зарядить и снять пробу. 1,5 метра снимем. Да? Ну, Сейчас. потому что экран должен показать. Да, работает, не работает. Да. А пока в качестве перерыва продолжаю сканировать. Наши съемки 9 мая мы снимали. Реконструкцию всякую. Вот он. Это корреспондент комсомолки. А это корреспондент из ЦСДФ. ЦСДФ. Ну, так, ладно, сейчас запускаем с откатом. Вот сейчас мы... Откаты Идея, дали. главное, что? Кусочками можно. Не больше, меньше минуты. А потом перезагружаешь программу и дальше сканируешь. Это ужасно. Это ужасно. Как сказал бы Да Соловьев. вообще ужасно то, что мы делаем. Так жить. Ну. Как мы вообще ужас. А сейчас еще и волонтерами пойдем работать. Ну, Официально. год волонтера закончился, а жизнь волонтера продолжается. Ну. Самый старый волонтер города будет. А там что за фильм показывают? А, что-то идет фоном. Советский, да? Ага. Там Куравлев играет. Это, знаешь, какой фильм? Трембита А, на широком экране. да, кстати. Знаю такое. Сейчас запускаем. Сканирование. Ага. Вот так. Оп. Что там? Ты Не в я рамке? Не нажал. Вот надо на курсор, на кадр, захват кадра. И все, мы вот пошли. Евгения Викторовны. Викторовна, да? Да. Я думал, счастливая Женька. Вот она. Да, счастливая Женька. Два военных фотокорреспондента и кинокорреспондента. Ну, да, я вас прямо так заснял. А, для чего вот эту сделали? Потому что здесь большая кассета ставилась на 120, на 150 метров. И она не давала смотреть. Кассета мешала. А, и поэтому Её сделали. отодвинули, ее хватает как раз вот, чтобы отодвинуться. А так кассета мешает. Да, внешнюю ставили, Поэтому большую. вот это сделали. Понятно. Кассета была на 150 метров. Да. Вот. И все я. Она вот вся вот такая. В самом начале ничего, а вот уже... Потом тучи, да, пошли. Вы еще со стороны русских материала не видели? Нет. Да. Да, он. Вы их не узнаете. Да я не знаю, меня каски смущают. И мне кажется, что это какой-нибудь Гиммлер. То есть вам кажется, что настоящие немцы, да, получается? Ну, И даже не а узнаете. Наших ребят не узнаете. только из-за того, что это вот кинопленка так передает. Сразу идет погружение в то время. Идет настрой. Да, видео об этом. Действительно, окажется там в 44-м каком, наверное, 41-й год, когда вступали мы. А они наступали. Ну это, по-моему, они отступают здесь как раз. Да. Прибалтика. Да, а мы их бутылкой. Такую гранату дадим. И вот 60 метров вы за сколько отсканировали? Ну, часа два. Часа два ушло. Ну, на минуту час. Угу. Без обработки. Теперь это мы возвращаем. Потом я бабышки все вытащу. Их в банку сложу. Потому что бабышки, оказывается, уже стали дефицитом. Да, в мире. Так, а это следующий этап, да? Да, Конечно. это уже со стороны русских материал. Это что, все работает. А жить-то когда? Там не потемнеет? Нет.
Ну что, последний штришок сделаем для камеры. Мне здесь надо винт довернуть, вот, который крепит. Здесь пленка тестовая, мы ее используем для проверки механики, как движется пленка. И вот здесь винтик один воткнем, последний винт. Последний дюйм. Да. Кстати, любимый фильм «Сикарука». Последний дюйм. Ой, опять он упал. Да. Вообще машина так нормальная. Есть какие-то недостатки. А самый главный недостаток то, что здесь всего лишь 1 минута 30 метров. А для нас, со Станиславом, с реконструкцией, самый большой недостаток, что она очень дорогая. Приходится деньги свои вкладывать. Да, если ошибся. Да. Все это рублем. Да, наказывается ошибка. Отворачиваешь, найдешь щелчок, и он уже в резьбу входит. Угу. Понял? Бесплатно, бесплатный мастер-класс. Молодому слесарю. Да. 6-го разряда. Ну а теперь что? Нулевого разряда. Теперь мы все это делаем. Сейчас я кисточку возьму. И там это 5 копеек вставляет каких-то. Ну вот то, что убили азербайджанца там или еще что-то. Вот, ну вот какие-то новости. И он в политику лезет? В политику, да, причем. Какие-то такие. Причем Ну вот. очень скользкие. Ну все, здесь я гонял пленку всякую. И она тестовая, и она такая нечистая. Нечистые. Поэтому мы прочистим. Колонковая кисточка. Нет, обыкновенная. Малярная. В школьные коридоры красить серу. Вот. Серу берется вот здесь. А здесь, Сало, да? да, жирные И какие-то. что им почищают? Фильмоканал, полоски всякие. Вот, а грязь в рамке, которая иногда, Да. когда снимаешь, и там видна трава. В кино это называли трава. Ниточки всякие, соломки. Вот эти. Вот. Здесь мы откроем. Так. Вот. И траву. Да, и вот так по периметру. Продернули. А потом берем грушу. Все, ты не знаешь? Нет. Ну все. Это почистил. Это вставляем назад. Пробуем не родной объектив. Родного Я нет. думаю, если они найдут, здесь все штатное, Должно совпасть. все должно совпасть. Если нет, то там коллиматор найдут, посмотрят. Если не получится, мы к ним приедем во Францию. У нас есть, как говорил, это 2 миллиона зрителей в серых шинелях, Ну, которые запросто могут к вам приехать. да. Тоже почистим. Потому что последний раз Станислав на реконструкции снимал. И снимал там на берегу, где много песка. И я сейчас сканировал. А там царапины появились. Потому что какая-то пыльца. До 20 грамм песку насыпал в камеру. Поэтому царапины появляются. Ну, для кино это даже и хорошо. Передает дух хроники. Душок. Вот такую пленку мы будем использовать. Акфа Авифот. Она новая, вот до 12-21 года. Все, мы тогда ее сюда.
Да, так. Зачем ты закрыл? И такой вот самодельный зарядочный мешок. А из чего он, из вашей куртки сделан или как? Нет, этот мешок мне Лоховнейша дала. У нее все равно как экспонат не действующий. А Просто рукава? Мешок, вот. Мешок был готовый. Он хороший мешок. Не фонит. Не фонит, это значит не пропускает свет. А здесь были вот какие-то резинки. Они все уже со временем порвались. И я вшил вот эти манжеты. И Это они обжимают от Ну. куртки. от вашей куртки, да? Ну, конечно, была куртка. Теперь у меня нету куртки. Как у папы Так Карла. же, как и ремня. Да, ремень от брюк тоже на Ремень от киноаппаратах. брюк на перенос я использовал. И камеру закидываю. Ой. Всё. Здесь замочек. Закрываем карман. Это закрываем клапан. Что-то непроницаемо. Запускаем руки в рукава. Ой. Ну, конечно, здесь сидеть неудобно, места нету. Ну мы ждем, что дадут квартиру все-таки. Да и не дадут, не дадут. Я ни у кого ничего не прошу. Ведь свобода же не в том, что у тебя есть, ну, там большая площадь. Свобода должна быть внутри. Для меня свобода — это когда у тебя внутри свобода. Вы на свои силы рассчитываете. Как в Чучхе есть идеология вот у корейцев. Вот у вас в Чучхе. Сколько будем? 1,5 метра снимем? Ну, 1 метр, да. 5 секунд. Вот. 4 секунды 5. И чтобы пленка не засветилась, нужно заряжать камеру с закрытыми глазами. Это шутка. С пленкой не засветится. Нет, наша-то пленка, она хорошая, ее невозможно засветить. А вот эта акфа импортная, да. Советская пленка. Зарядили, да? Да. Прекрасно. Сколько уходит на зарядку кинокамеры? Да не засекал, я думаю, 1,5 минуты. То есть 1,5 минуты снимаешь, минуту снимаешь, Минуту. 1,5 заряжаешь. Ну все, камера. Здесь обязательно надо выставить счетчик. Он ручной же счетчик, без ролика, без всякого, без прижима. Да. Вижу. На 0, да, получается, выставляем. Все. Да, вот. На нолик. Здесь 30 метров и 5 десятых. Угу. 24 кадра в секунду, да, частота? 24. Здесь скорость, да, 24 кадра. Шкала соответствует. Все готово. Можно снимать. Будем снимать. Ну что, будем пробу снимать. Но вот проблема, там ветер еще. Ну сейчас хотим. Привет. Сейчас отстроили эту камеру. Хотим снять пробу 1,5 метра. Наш легендарный дом. Да, выдающийся. Мы его хотим снести, но пока не поддается. При помощи кино. Вообще про нас забыли, по-моему, с нашим домом. Да. Ну, мы пытаемся бодаться, но что-то пока. Ну, после 25-го года снесу. Дай бог. Ну и вот, Савельевуете. А кто это? Разбирается, да, сейчас? Не знаю. Чем он интересен? Ну, в этом доме киношники жили. Те, которые кинохронику сибирскую создавали. Большая часть людей. Здесь Константин Иванович Волков жил. А вот сын его, Кирилл. А Волков это выдающийся. Звукорежиссер он был. Да. Звукооператор тогда были. Это потом стали звукооператоры.
И поэтому здесь жили все киношники. С довоенных времен же, да? Ну да, здесь же киностудия была. Киностудия 37-го года вроде бы как. Вот. А киностудия с 30-го года, она здесь была. Сибтехфильм. И рядом проснулся и сразу на работу. Создавать великую летопись. Да, и вот вы сделали, да? Памятник. Поэтому я здесь приклеил памятную бумажную доску. Как вот памяти создателям кинолетописи Сибири посвящается. Хулиганы не срывают? Нет, мне даже жители говорят, давай не убирай, мы еще сделаем большой баннер. Ну не сделали. Да и не нужен. И здесь еще Вадим живет. Сын Танакова, кинооператор был такой. Мгм. Ну а из действующих киношников только вы, да? Из киношников, которые снимают на кино, остался я. Последний из магикан. Последний самурай, я бы сказал.